Однажды жираф и зебра полюбили друг друга, и получился вид под названием Окапи или Окапи Джонстона. Но это лишь легенда. На самом деле это не так. И зебры здесь ни при чем. Несмотря на отсутствие длинной шеи, животное принадлежит к семейству жирафовых, единственному представителю рода Окапи. Найти окапи в дикой природе – задача непростая. Единственное место их обитания – это несколько густых лесов в Центральной Африке, а точнее в государстве Конго. О существовании окапи удалось подтвердить только в начале 20 века. Для коренного населения лесов Итури, пигмеев Мбути, окапи никогда не была тайной. Они звали ее Оапи и регулярно охотились на него. Однако для западной науки животное долгое время оставалось мифом. Лишь в 1901 году английскому исследователю Гарри Джонстону удалось получить цельную шкуру и 2 черепа неизвестного зверя. До этого в Европе ходили слухи об африканском единороге, а ученые безуспешно пытались сопоставить фрагменты полосатой шкуры с ненайденными видами зебр. Официальное научное описание вида Окапия джонстони стало одной из главных зоологических сенсаций 20 века. Хотя на планете Земля живут они очень давно. Около 11 миллионов лет назад общие предки жирафовых начали осваивать разные экологические ниши. Пока одни отправлялись вытягивать шеи в открытые саванны, чтобы доставать до верхних ярусов акации, предки окапи предпочли остаться в темных и густых лесах. В итоге окапи сохранился как живое ископаемое. Он выглядит примерно так же, как выглядели древнейшие предки всех жирафовых до того, как они начали расти вверх. Да, по телосложению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадиных, нежели жирафа. К тому же у них на конечностях имеются полоски, как у зебры. Эти полосы идеально разбивают силуэт животного, делая его незаметным в густом лесу для хищников, уже с расстояния в десяток метров. Тем не менее, от лошадиных окапи довольно далеки. И на близость с жирафом также указывают небольшие рожки, которые состоят из хрящевой ткани и носят название осиконы. В отличие от жирафов, такие рога есть только у окапи-самцов. А мех окапи невероятно густой, бархатистый и пропитан специальным маслянистым секретом. Это делает его шкуру полностью водонепроницаемой, и в условиях постоянных тропических ливней животное остается сухим. Еще одной особенностью окапи является длиннющий язык. Он имеет сине-фиолетовый или практически черный цвет и достигает в длину впечатляющих 40 сантиметров. С помощью такого приспособления окапи может доставать особо высокие листья, а также вылизывать себе глаза и уши, поддерживая влажность и защищая органы от паразитов. Огромный язык окапи практически заменяет ему руки. Средний вес 250 килограммов, длина тела около 2 метров. Обычно они ходят по джунглям и, как и родственные жирафы, питаются прежде всего древесными листьями. Своим длинным и гибким языком животные захватывают молодой побег и затем скользящим движением сдирают с него листву. Но так как шея окапи короче жирафовой, то этот зверь предпочитает есть только ту растительность, что растет поближе к земле. Животное поедает более 100 видов растений, причем многие из них содержат ядовитые для человека, например, или других животных вещества. Чтобы нейтрализовать токсины и восполнить баланс минералов, окапи используют необычные добавки, например, красную глину и древесный уголь. Скрытный образ жизни обязывает окапи быть мастерскими конспираторами. Долгое время считалось, что эти животные абсолютно немые и не издают никаких звуков, за исключением тихого пофыркивания. Исследования показали, что окапи активно общаются, но делают это на частотах ниже 20 Гц в спектре инфразвука, которые человеческое ухо просто не способно уловить. Такая секретная связь позволяет матери и детенышу обмениваться сигналами в джунглях, не привлекая внимания главных лесных хищников – леопардов. Кроме того, у окапи есть еще один способ коммуникации – пахучие железы на подушечках ног. Шагая по лесу, окапи выделяет дегтеобразную жидкость с индивидуальным запахом, буквально прокладывая за собой парфюмерную дорожку для сородичей. Окапи – звери, живущие в одиночку, и изредка их можно встретить и в небольших группах.
но по каким причинам они их образуют, до сих пор неизвестно. Взрослые самочки располагают четко ограниченными участками, в то же время как участки самцов пересекаются и не определены однозначно. После загадочного, никому неизвестного процесса любви, самочка Окапи беременеет примерно аж на 450 дней. Появление на свет потомства зависит от времен года. Роды происходят в августе-октябре, в период дождей. Для родов самка удаляется в самые глухие места, и новорожденный детеныш еще какое-то время лежит, затаившись чаще. А знаете, как детеныши Окапи спасаются от леопарда в джунглях? Они не ходят в туалет первые 2 месяца жизни. Пищеварение новорожденного Окапи устроено так, что материнское молоко усваивается практически полностью, не оставляя отходов. Природа отключила эту функцию у малышей, чтобы хищники не смогли найти укрытие по запаху. Известно, что в неволе Окапи могут доживать до 30 лет. И сегодня Окапи обитают исключительно на территории Демократической Республики Конго, в основном в пределах национального парка и заповедника Итури. Вид внесен в Красную книгу со статусом находящийся под угрозой исчезновения. Ничего практически не знаем, а они уже исчезают. Окапи в очередной раз показывают, как мало мы все еще знаем о нашей планете. В густых джунглях до сих пор живут древние виды, которые почти не изменились. Даже в 21 веке глубокие тропические леса продолжают хранить тайны древних видов, сумевших пройти сквозь миллионы лет эволюции, практически без изменений. А для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!